Остановите все, потому что мероприятие тур приняло оборот, к которому никто не был готов. Последний фанком Тэхёна не просто взорвал интернет. Он раскрыл деталь, которую фанаты совершенно упустили. И в тот момент, когда они осознали, что Чингук был тайно вовлечен, весь фандом погрузился в полный хаос. Что на самом деле скрывалось за этой безупречной улыбкой? Оставайтесь со мной, потому что это меняет все. В тот вечер, когда фанком тур появился в сети, никто не ожидал, что он станет самым обсуждаемым, пересматриваемым и обговариваемым клипом Тэхёна за последние месяцы. Сначала это выглядело как любой другой момент мероприятия. Тэхён выходит на сцену с той спокойной элегантностью, которая присуща только ему. Мягкий свет подчеркивает линию его подбородка. Фанаты кричат в тот момент, когда он поднимает руку, чтобы помахать. Но хаос начался не тогда, когда Тэхён улыбнулся. Он начался 3 секунды спустя. Проблеск, тень, странное отражение на зеркальной витрине позади него. Фанаты не заметили этого сразу. Большинство были слишком отвлечены внешностью Тэхёна, его тонкой ухмылкой и непринужденным общением с толпой. Но по мере того, как фанком распространялся, сначала в Твиттер, затем в ТикТок, а затем на всех форумах К-поп, которые только можно себе представить, кто-то сделал скриншот отражения. И вот тут-то и начался настоящий кошмар. Скрытая фигура. Это Чингук. Через несколько минут аккаунты фанатов взорвались увеличенными скриншотами. Фигура на заднем плане не была случайной. Поза, кепка, то, как фигура держала свой телефон — все это казалось слишком знакомым. Не может быть. Не может быть. Это Чингук прячется за витриной. Посмотрите на выглядывающую татуировку. Это он. Я узнаю эту руку где угодно. Почему Чингук был там тайно? Что случилось? Теории начали накапливаться быстрее, чем кто-либо мог их осмыслить. Одни говорили, что Чингук хотел поддержать Тэхёна наедине. Другие утверждали, что компания HYBE что-то скрывает. Некоторые настаивали, что это был вовсе не он, а просто член персонала, подозрительно похожий на него. Но ситуация стала еще более странной, когда оригинальный загрузчик фанкама опубликовал это. Клянусь, кто-то еще снимал Тэхёна с правой стороны сцены. Кто-то высокий. И охрана вела себя странно. Внезапно речь шла уже не просто об отражении. Речь шла о ком-то, кто находился там, где ему не положено. О ком-то близком, знакомом, кого фандом никак не ожидал там увидеть. Выражение лица Тэхёна, которое не складывалось. Фанкам показал и кое-что еще. То, что почти никто не заметил с первого раза. Ближе к середине клипа, когда Тэхён повернулся к правой стороне зала, он на мгновение замер, его глаза смягчились. Выражение его лица изменилось, как будто он кого-то узнал, кого-то за кадром, кого-то, кого аудитория никогда не видела. Он улыбался не толпе. Он улыбался не персоналу. Это была нетипичная улыбка айдола для фанатов. Она была тонкой, личной, теплой. Такое выражение Тэхён никогда не показывает, если это не обращено к кому-то, кого он глубоко знает. И фанаты мгновенно соединили точки. Он увидел Чингука. Вот почему его выражение изменилось. Он узнал его. Им не положено было быть вместе. Но если это правда, почему Чингук прятался? И почему Тэхён делал вид, что ничего не произошло? Скрытое присутствие Чингука подтверждается. Следующая волна хаоса ударила еще сильнее. Сотрудник, явно не осознавая, как быстро фанаты замечают детали, опубликовал в Instagram Стаури всего на несколько секунд закулисный клип с места проведения мероприятия. И там, небрежно сидящий сзади, наполовину скрытый оборудованием, в маске и худи, Чингук. История была немедленно удалена. Но скриншоты уже были повсюду. Теперь фанаты не просто строили догадки. Они знали, Чингук был там, скрытый,
смотрел на Тэхёна без предупреждения. И вопрос, который все продолжали задавать, был один и тот же. Почему? Люди, близкие к мероприятию, начали перешептываться в сети. Анонимно написал помощник визажиста. «Я видел Чингука на секунду. Ему не положено было быть замеченным. Охрана постоянно перемещала его». Фан, работавший в кейтеринге, сказал: «Мне показалось, что этот парень знаком, но потом он исчез». Кто-то еще написал: «Они приехали по отдельности, уехали по отдельности, и персонал вел себя так, будто это был совершенно секретный объект». Это не было обычным поведением. Ни для случайной поддержки, ни для дружеского визита. Происходило что-то еще, нечто большее, нечто, что заставляло Тэхёна выглядеть сдержанно эмоциональным на сцене. И Чингук прятался в тени, как будто защищал что-то или кого-то. Секретный сигнал. 3 стука, затем 2. По мере того, как фанком продолжал циркулировать, зоркие фанаты заметили еще одну деталь. В последние минуты мероприятия, прямо перед тем, как Тэхён сошел со сцены, он сделал нечто совершенно нехарактерное для себя. Нечто маленькое, но слишком намеренное, чтобы его игнорировать. Он снова взглянул в правую сторону, в то самое место, где был замечен прячущийся Чингук. И на этот раз Тэхён опустил руку и незаметно постучал пальцами по бедру. 3 стука, короткая пауза, затем еще 2 стука. Фанаты, знакомые с военными знаниями, немедленно узнали это. Сигнал. Не случайный, не для красоты, не нервное подергивание. Тихий жест, используемый, когда кто-то пытается незаметно общаться на расстоянии. И самое безумное, если Чингук действительно стоял там, этот сигнал был предназначен для него. Паника за кулисами. Уберите его немедленно. Когда Тэхён ушел за кулисы, охрана внезапно пришла в хаос. Утекла закулисная запись, всего несколько секунд, записанная кем-то, кому не положено было снимать. В клипе 2 сотрудников бросились в коридор, срочно шепча: «Уберите его немедленно». Фанаты что-то увидели. «Не позволяйте им подойти близко», — добавил кто-то еще. «Ему не следовало здесь быть. Проведите его через черный выход». Фандом впал в истерику. Кого они пытались убрать? Кого нельзя было видеть? Ответ казался очевидным — Чингука. Реакция персонала не была нормальной. Они действовали так, будто имеют дело со знаменитостью, пытающейся избежать поимки, или с тем, чье присутствие вызовет скандал, если будет разоблачено. Но почему увидеть Чингука на мероприятии Тэхёна было бы проблемой? Если только его появление не означало чего-то, что компания не хотела раскрывать. Фан, ожидавший снаружи, загрузил трясущийся клип, снятый издалека. На нем был виден черный автомобиль, без логотипов, без сопровождения охраны, подъезжающий сзади здания. Высокая фигура в маске быстро села внутрь. Другой фанат заявил, что видел ту же машину часом позже, забиравшую Тэхёна с другого выхода. Раздельные прибытия, раздельные отъезды, но один и тот же автомобиль. Теории взорвались. Они пользуются одним личным водителем. Они уехали вместе после тайной встречи. Компания пытается помешать людям увидеть их. Хронология не сходилась, если только Чингук не оставался там все время, тихо ожидая, где никто не мог его увидеть. Утечка аудио. Он пришел только потому, что Тэхён попросил его. Затем всплыло нечто еще более шокирующее. Утечка аудиозаписи. Никто не должен был этого слышать. Фан, стоявший у коридора за кулисами, записал короткий аудиоклип. На нем 2 сотрудника говорили приглушенными голосами. Первый голос. Он пришел только потому, что Тэхён попросил его. Второй голос. Да, но ему не положено было быть замеченным. Это снова вызовет слухи. Слухи снова. Фандом мгновенно замер.
Какие слухи? Почему снова? Что именно произошло раньше, о чем публика не знала? Ни у кого не было ответов. Но одно было ясно. Чингук пришел не по своей воле. Тэхён хотел, чтобы он был там. И какой бы ни была причина, она была достаточно важной, чтобы Чингук рискнул быть замеченным, прятался за витринами и был сопровожден, как секретный гость. Финальный кадр. Шепот только для него. Когда фанаты замедлили фанкам кадр за кадром, они обнаружили нечто, что повергло ТикТок в полный хаос. В тот самый момент, когда выражение лица Тэхёна смягчилось, когда он посмотрел в правую сторону, его губы слегка пошевелились, но они пошевелились. И профессиональные специалисты по чтению по губам быстро проанализировали запись. Их вердикт. Похоже, Тэхён прошептал имя. Короткое, знакомое «Кук». Тысячи фанатов пересмотрели этот момент, анализируя его со всех сторон. Форма его рта идеально совпала. Тэхён молча звал его. Это была оплошность, которую он не осознавал, что ее засняла камера. Или он инстинктивно отреагировал, увидев Чингука. Что бы это ни было, этот момент изменил все. Нескрытое присутствие Чингука вызвало хаос. Это была реакция Тэхёна на него. Слухи распространялись как лесной пожар, но ни один из них не приближался к правде, которая тихо разворачивалась за кулисами. Через несколько часов после мероприятия сотрудник из зала сделал приватный пост, удаленный через несколько минут, но скриншоты, как всегда, сохранились. Он пришел не ради бренда. Он пришел ради него. Фандом взорвался. Согласно тому же посту, Чингук изначально вообще не планировал посещать мероприятие. У него было расписание ранее в тот день, закрытая репетиция, и его не ждали рядом с местом проведения. Но что-то изменилось, что-то или кто-то заставил Чингука бросить все, надеть маску и худи и тихо появиться. Еще одна строка из просочившегося поста. Когда он получил сообщение, он помчался туда. Сообщение от кого? Фандом уже знал ответ. Тэхёна. Но почему Тэхён попросил Чингука прийти тайно? Что происходило, что требовало его присутствия, но при этом нельзя было его видеть? Кризис нарастает. Я это видел. Кризис, начавшийся с текстового сообщения, теперь был связан с последней драмой на мероприятии. Инсайдер индустрии опубликовал туманную, но тревожную подсказку. Едва успели положиться друг на друга. Хронология связала более ранний слух, кодовую фразу Тэхёна из просочившегося письма, пока все не вышло из-под контроля, с его обеспокоенным поведением на мероприятии. Тонкий жест, 3 стука, пауза, 2 стука, был его способом проверить Чингука, признаком бедствия и подтверждением их тайного союза против того, что происходило внутри. Фанком раскрыл не просто тайную встречу, а запланированную, срочную. Кульминация наступила через несколько часов, возвращаясь к предыдущему инциденту, моменту, когда официальный аккаунт Чингука ненадолго вышел в сеть. Фан, у которого были включены уведомления на его официальном аккаунте, крайне редкое обстоятельство, уловил последнюю, ужасающую деталь. Менее чем на 5 секунд баннер профиля Чингука изменился. Это был простой, пустой черный фон. А в центре, бледная, почти невидимая, была строка текста «Я это видел». Текст исчез. Баннер вернулся к прежнему виду. Аккаунт снова отключился. Смысл поразил. Чингук не пропал. Чингука заставляли молчать. Его мимолетная, отчаянная попытка общения подтвердила правду, которую Тэхён рискнул всем, чтобы раскрыть. Фраза «я это видел» была не вопросом. Это было окончательное доказательство того, что он видел улики обмана компании, о которых предупреждал его Тэхён. Тайная встреча на мероприятии была не дружеским визитом. Это была решающая передача информации. Весь фандом теперь был зол и объединен, убежденный, что совокупный вес секретного кода
тайной встречи и отчаянного цифрового крика указывал на насильственно подавляемую правду. Отношения между Тэхёном и Чингуком были не просто близкими. Это был вызывающий, молчаливый союз против более крупной, могущественной силы. Я перевел весь ваш текст на русский язык, исправив при этом неточности в именах и формулировках. Хотели бы вы, чтобы я перевел какую-то конкретную часть этой истории на другой язык? Или вы хотели бы, чтобы я проанализировал дальнейшее развитие сюжета на основе этих утечек?